Ола, амигос! Из-за того, что были проблемы с лодкой и штормом, нам пришлось задержаться на Канарах. Я провел 2 дня на Гран-Канарии, неделю на Ланзароте и хотел бы поделиться своим мнением о путешествии по этим местам. Итак, мы живем в мире брендов, и бренды управляют нашим мнением. Но после того, как я стал активно путешествовать по миру и сравнивать направления, информационный пузырь бренда сам собой лопнул. Обычно всем всегда везде круто. На это, я считаю, влияют 2 причины. Люди не так часто ездят по разным направлениям всего земного шара, и обычно, когда уже кто-то заплатил за отдых, то сложно признаться самому себе, что как-то лоханулся с выбором места. Мое мнение, на Канары стоит лететь только в одном случае. Если вы сюда едете целенаправленно заниматься кайтсерфингом и другими подобными видами отдыха. Ветра и волн здесь для этого предостаточно. В остальном же Канары – это торчащие среди океана серые вулканические камни. Все. Зелени там нет вообще. Природа очень бедная. Посреди серо-черного пейзажа растут в большом количестве только кустарники, которые навевают ужас безысходности. И также там растут кактусы. Иногда можно встретить пальмы, которые, похоже, посажены человеком, и их дополнительно поливают водой. Может, конечно, вы фанат разных оттенков серого и черных цветов, но мне кажется, таких цветов уныния и так хватает в нашем пейзаже обыденности. И лучше выбирать направление, где вас будут окружать зелень и жизнь, а не пейзаж выжженной земли постапокалипсиса. Даже пляжи на Канарах похожи на собранную в огромном количестве серую пыль и мусор с дороги. Либо так, либо просто застывшая лава, либо ищите, где нормальный общественный пляж с завезенным желтым песком. Остров Гран-Канария – это просто камни, торчащие из океана, а остров Ланзарот – там все гораздо печальнее. Это застывшая черная лава, торчащая из воды, как остров. Лава. Она повсюду. Вся жизнь там как будто выжжена этой лавой, солнцем и отсутствием пресной воды. Это я все описал свои впечатления от природы Канарских островов. Другие же аспекты отдыха – это сервис и цена. Опишу все кратко. Сервис там уровня совка. Реально на островах время застыло, и там все даже еще хуже, чем в Испании в плане сервиса. Ехать на Канары стоит только, если вы планируете свой отдых, связанный с кайтсерфингом и другой подобной активностью. Well, hello. Today we are on one of the beaches in North Lanzarote, and we have seen these boats every time since on all beaches we found on the way, and this is the proof of the legal immigration here in Spain. This is the boats they used to come from Africa towards Spain. Yep, most of them are destroyed by now, but it's a pity that they still remain here and nobody takes care of the landfills. Behind me you have proof of the illegal immigration that occurs here in Spain. It's a pity that these boats remain here, but they are life proof of you can see how the sea looks and how everything is. It is a tragedy for humankind. We are here in a lava beach. It's filled with lava rocks, and we previously visited one of the nicest places here in the island, which is called Jameos del Agua. And I assure you, if you take your girlfriend there for a lunch, it's a guaranteed factor.
Также небольшой чит. Место с просто невероятно крутым видом. Мирадор дель Рио. Не платите 10 евро, потому что вход буквально в 100 метрах отсюда с точно таким же видом. И вид действительно прекрасный. Fucking bien.